Привет! В игре очень много изменений, но по факту все остается на прежних местах. К слову, я не буду рассказывать о каких-либо эксплойтах, чтобы за час выформить кольца торговых компаний. Мы пойдем обычными путями, ровно так, как задумана механика игры. Итак, если тебе еще интересно, я расскажу тебе самые профитные способы фарма репутаций. Начнем с самых корней, чтобы ролик был понятен новичкам. В игре несколько торговых компаний, таких как Златодержцы, Орден Душ, Торговый Союз, Кости, Сокровища Афины. Рассказывать буду про всех и запомните. Еще больше репутации мы получаем благодаря эмиссарскому флагу. Этот флаг дает бонус по ступеням. Чем больше у нас сокровищ на борту, тем больше ступеней на флаге. Максимальный уровень 5. У нас есть три основные фракции. Златый, Орден и Торговый. Пожалуй, начнем с них, и первый в гайде, о ком поговорим, это Златодержцы. До 15 уровня придется выполнять все что угодно, чтобы открыть возможность купить эмиссарство. Купить, кстати, можно в магазине торговца. Сразу отвечу на главный вопрос, пропадает ли эмиссарка при потоплении и нужно ли покупать вновь. Нет, покупается она один раз, и после того, как вы утонули, ее можно поставить опять. Первую ступень. Злато известно своими сокровищницами, загадками, раскопками сокровищ. Но что если я скажу о том, что это практически не нужно тебе, чтобы фармить быстрее? На корабле есть капитанский стол. На нем выбираем задания по вкусу. Исходя из своего опыта, я подскажу, что из этого огромного списка можно брать для выполнения, а что совсем не стоит. Карта сокровищ пирата. Это самый малый квест на раскопку сундуков. Нам дают карту с крестиками на малый остров. Там будет 3 сундука. Выкапываем их и, поставив вновь такое задание, выполняем то же самое на другом малом острове. Такое задание принесет нам практически ничего. Карта сокровищ капитана. Этот квест практически то же самое. Просто нам будут давать большие острова, где придется бегать в 2 раза дольше. И таскать, соответственно, также будет долго. Не советую брать эти задания, если вы хотите именно прокачаться. Если насладиться игрой и почилить, тогда это самое оно. Пламенеющие сокровища. Это такие же обычные квесты, просто нас посылают в дьявольскую глотку. Если вы там не были, можете, конечно, сплавать посмотреть. Но это не принесет нам большого количества золота. И, конечно же, репутации. Все так же долго будем выполнять, собирать, плавать и продавать. Загадки сами по себе прикольные. Их интересно проходить в свободное время или, например, отвлечься в игре от каких-либо проблем. Но совершенно не подходят для фарма. Золота они приносят мало. Делать их очень долго. Представляете, сколько будет нервов, если потратим несколько часов и нас топят в игре? А за эти часы будет, кстати, очень мало. Будет обидно. Загадки подходят все для того же чила. В каком-нибудь безопасном море для изучения игры. Далее идут сокровищницы, и давайте рассмотрим это для начала. Они бывают с каменным ключом, в который будет мало сундуков, и будут они дешевые. А есть с золотым ключом. В таких сокровищницах много сундуков, и они дороже. Многие игроки фармят как раз на них, но они очень скучные, и долгое время этим заниматься не вариант. Ну как способ хороший. Когда выбираем сокровищницу, у нас стоит выбор: отправиться за ключом вплавь или погрузиться через воду. Советую погружаться под воду. Так всплываем сразу у острова, где надо копать, и давайте я покажу, как это выглядит. Поставили эмиссарство, подняли якорь, спустили паруса, отправляемся вплавь. Погружаемся под воду. Всплываем на острове, где нужно копать отметку. Поднимаем паруса, чтобы ровно поставить корабль. Нам дают компас на задание, которое указывает, куда нужно бежать. Чем ближе к цели, тем сильнее он трясется. Когда начинает вращаться вокруг своей оси, выкапываем в этом месте. Следом еще выползают скелеты и их убиваем. Это получается один отрывок от целого острова. У меня уже был крестик, но я отправился смотреть еще одну отметку, потому что было непонятно, что за остров. Куда указывает компас, туда и плывем. На это, конечно, уходит очень много времени. Компас привел меня на остров Отверженных. Также бежим по горячим следам и копаем в метке, где он начинает вращаться. Далее он указывал совершенно другую сторону. Ну а карта была все такая же непонятная. Так я оказался на изгибающей лощине, где откопал еще один отрывок карты. Теперь уже стало понятно, что нужно плыть на хребет дьявола. Но крестик придется поискать, потому что его видно не целиком. Приплыл на остров, увидел вдалеке корабли, которые сражались между собой. Было как-то стрёмно. Но все же побежал выкапывать. И копал я очень долго. Сверялся постоянно с картой и не мог найти. Где же закопан этот сундук? Не понимаю и не вижу. Все-таки я его нашел. Внутри был спрятан ключ, и, кстати, он был золотой, с погибели Кракена. А погибель Кракена, она очень далеко.
Между началом моего путешествия и до того момента, как я нашел ключ, прошло уже 22 минуты. Отправляемся на погибель Кракена. Аккуратно заплываю вовнутрь, чтобы было быстрее хукать. Беру ключ и активирую сокровищницу. Тут она, собственно, открывается. Сундуки, которые стоят на плите, я сразу вытаскиваю. Внутри есть медальоны, которые нужно вставлять в плиту, а рисунки указывают, в какой последовательности нужно правильно их ставить. Так я собрал все 3 медальона, и мне были указаны все 3 верных рисунка. Стал их выставлять. В итоге открылась еще одна плита, где я забрал главный сундук. Далее выносил все остальные сундуки просто на улицу. Прежде чем воротина закрылась, я успел вынести абсолютно все. Потом пришлось очень долго таскать все эти сундуки. Пригарпунил золотишко на корабль, расставил все красиво, получилось 22 сундука. 25 минут у меня ушло, чтобы доплыть до острова, зачистить сокровищницу и все погрузить. На форпосте стал гарпунить все к правителям. Потом понял, что продать я им не могу, потому что на съемке взял обычный корабль, а чтобы им продавать, нужно покупать личный. Гарпуним все обратно. Пришлось скидывать все ближе к златам. Ну и в итоге еще долго бегал, все это и продавал. Потратил я времени на весь заплыв ровно 1 час. Вам точно интересно, сколько же я получил золота при 3-м эмиссарстве златодержцев. Получилось 65 950. Но это при том условии, что в игре сейчас X2. Если в обычный день, я бы заработал 32 975. Ну а теперь будет самая главная информация. Сокровищницу я показал, чтобы было наглядно понятно, как это долго, нудно и мучительно. По своему опыту в игре я для себя отметил самые лучшие способы и поделюсь этим с вами. Далее не буду показывать определенные торговые компании. Это все универсально. Если вам нужно качать Златов, Орден Душ, Торговый Союз, Костей Жнеца, Сокровища Афины, я вам покажу определенные задания, которые делать недолго. Более выгоднее и быстрее прокачаете репутацию фракций. Для этого берем нужную торговую компанию, ставим эмиссарство и смотрите, какие задания я вам хочу предложить. Речь пойдет про рейды и, например, для меня с вопросом о время затратности и прибыли выбираю пепельные ветра. Этот ивент вызываемый через погружение. Оружие берем ножи и дальнострел и забираем его за 3 минуты. Плывем на форпост и продаем. Далее ставим новое задание и забираем вновь. Я считаю, это очень хороший рейд, который делается быстро. К тому же мы будем получать сокровища от выбранной фракции. Плюсом дорогой череп пепельного лорда. На 2-м месте расположился форт скелетов. Это также рейдовый ивент, на котором мы получим фракционные сокровища. Делается ивент быстро. Из оружия лучше взять саблю и дудочку. Справляемся минут за 10 и плывем продаваться. Все остальные ивенты, которые можно спавнить самому, очень долгие и подходят лишь для разнообразия. Я вам показал самые быстрые, на другие уходит очень много времени. Конечно, есть обычные мировые ивенты, которые спавнятся сами по себе. Один из них хорошо бустит Афину или Костей, Форт Фортуны. Есть Форт Проклятых, который активирует игрок. Но тут у нас разговор немного о другом. Помимо 2 лучших способов, на мой взгляд, могу еще посоветовать лагерь скелетов. Но о нем нужно рассказать немного подробнее, и он у нас располагается на 3-м месте. Таких лагерей всего 6 на карте, они расположены около форпостов. Поднимаем якорь. Лагерь скелетов также можно активировать как рейд, но лучше этого делать не нужно, потому что там будут фракционные сокровища. А нам нужен именно шар тайн. Так что, когда появляемся на форпосте, просто плывем на любой лагерь. Сперва нам нужно поджечь 2 факела, открывается ставня, нажимаем рычаг и спускаемся вниз. Внизу встречает огромная комната, где нужно зажечь звездочет. Он поднимается, рисунки начинают вращаться и меняться. Далее эти рисунки нужно будет сопоставить со звездами. После того, как собрали все рисунки, выползают скелеты. Их будет несколько волн, и они несложные. Скелетов победили, открывается сокровищница. Ну а внутри нас ждет шар тайн. Нужно нажать «Остановить ритуал» и забираем сам шарик. Возвращаемся на форпост. Шар тайн нельзя продать сокровищам Афины. Если хотите костям, то нужно сдавать на приюте жнеца. Торговому союзу Ордена Душ златодержцам можно продать. И стоит такой шар 20 000. В этом видео я не старался как-то ограничить задания, загадки или определенные ивенты, чтобы игроки их не делали. Нет. Я просто рассказал, что выбрать лучше для достижения своих целей. Все задания индивидуальные, вся игра прекрасна. Ну а с тобой был Мурма и надеюсь помог тебе таким малым выбором заданий. Позже будут еще гайды и не только по теме ПВЕ. Так что следи за новым плейлистом. Подписывайся на канал, если тут впервые. Пока-пока.